Коротко о главных событиях в мире за отчетный период. Министерство обороны Донецкой Народной Республики обнародовало очередной отчет о ситуации на фронтах и обстановке в городе. Государственный комитет обороны КНДР сделал заявление о намерении принять решительные контрмеры в ответ на крайне враждебные действия администрации президента США. Сотрудниками Петровского райотдела полиции города Донецка задержан ранее судимый дончанин, подозреваемый в квартирных кражах. Регулярным артиллерийским обстрелам вооруженных сил Украины в этот раз подверглись Петровский, Куйбышевский и Киевский районы. Также военной агрессии ВСУ подвергся микрорайон Азотный. Было 36 нарушений, за ночь 11. Основные зоны обстрела городских черт населенных пунктов республики – это Донецк, Макеевка и Горловка. По разрушениям: город Донецк – 17, Макеевка – 28, Горловка – 2. Было зафиксировано 9 пожаров, где сотрудники МЧС принимали участие в тушении. Я вчера озвучивал потери среди гражданского населения, не потери, а пострадавших. 4 человека. За сутки эта цифра изменилась. Убитыми 4, ранеными 15. Единственное, как службы просто работают, они тоже не всегда могут выяснять, потому что медицина, когда привозит, они часто не сообщают откуда. Единственное только, что в Кировском районе 3 погибших, а вот по пострадавшим пока трудно сказать, откуда их привозили. Ну, цифра такая. По противнику за минувшую ночь личного состава 21 человек убитыми и ранеными. Уничтожено 1 артиллерийское орудие, 1 БРДМ, 1 БМП и 2 автомобиля. В заявлении Государственного комитета обороны КНДР говорится, что Пхеньян готов противостоять США в любой войне, включая ядерную. При этом уточняется, что республика может задействовать компактное, высокоточное и диверсифицированное ядерное оружие, сухопутные, морские, подводные, воздушные и кибернетические средства ведения войны. Заявление Пхеньяна стало ответом на решение президента США Барака Обамы ввести дополнительные санкции в отношении КНДР. Таким образом, Государственный комитет обороны республики дал понять, что он не видит смысла вести переговоры с Соединенными Штатами Америки, поскольку они стремятся затоптать идеологию республики и свергнуть ее социальный строй. Ранее Государственный комитет обороны КНДР, возглавляемый Ким Чен Ыном, обвинил США в усилении конфронтации по отношению к республике. Это произошло после подписания Обамой указа, который позволяет Министерству финансов страны вводить санкции против членов руководства и организаций КНДР. Указ был подписан после хакерской атаки на компанию Sony Pictures, в причастности к которой подозревают КНДР. Напомним, 22 декабря сообщалось, что КНДР готова применить армию против США. В начале ноября сообщалось, что КНДР спустила на воду подводную лодку, способную осуществлять пуски баллистических ракет. 3 февраля в Куйбышевском районе Донецка в результате попадания взрывоопасных предметов произошло возникновение пожара в частных жилых домах по улице Новоэкономической, Коммунальной и Красовского. Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации возгорания привлекалась 7-я пожарно-спасательная часть МЧС ДНР. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101. В дежурную часть Петровского райотдела полиции Донецка обратился местный житель, который сообщил о краже. Неизвестный проник в частный дом и завладел бытовой техникой, инструментами и денежными средствами, хранившимися у хозяина. Сразу же после написания заявления на место была направлена следственно-оперативная группа дежурная вместе с сотрудниками сектора уголовного розыска полиции. При отработке территории в районе совершения кражи был установлен мужчина, который ранее был неоднократно судим. И при нем была часть имущества, которое было похищено из дома заявителя. Задержав злоумышленника, правоохранители выяснили, что от его действий пострадал не один житель Петровского района. В
ходе следственных мероприятий были установлены более 10 эпизодов противоправных деяний, в которых подозревается задержанный. Общий материальный ущерб от данной серии краж по подсчетам полиции превышает 120 тысяч гривен. Фигурант своей вины не отрицает и активно сотрудничает со следствием. 5 эпизодов, как 3 кражи. Две кражи на даче и 1 в поселке. Что вас подвигло на совершение данного преступления в данный момент? Что нам начали задерживать зарплату, я работал. Работал, все было нормально. А когда начали задерживать зарплату и давать ее кусочками по 500 гривен, и как жить? А в доме нема ничего. Я освободился, у меня ни постельного не было, ни сменки, ничего. В данный момент задержанный находится в следственном изоляторе. Так как многие жители Петровского района сменили место проживания из-за сложной обстановки, пока не все жертвы серийного вора обратились в полицию. Правоохранители ведут проверку причастности фигуранта к другим подобным правонарушениям. На данный момент окончательно проходит проверка. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 164 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики. Максимальное наказание предусматривается лишение свободы до 6 лет. Дело будет передано в суд, и суд уже примет окончательное решение. Центральный республиканский банк Донецкой Народной Республики установил следующие курсы валют. Российский рубль – покупка 30 копеек, продажа 34 копейки. Евро – покупка 22 гривны, продажа 24 гривны. Доллар США – покупка 19 гривен, продажа 21 гривна 50 копеек.